Здравствуйте, самые лучшие зрители. Меня зовут Полина. Ну что там говорят умные люди? Женщина из ничего может сделать 3 вещи. Салат, скандал и шляпку. Добавим к этому перечню еще и сумочку. Мне нужна самая простая, легкая, чтобы на работу ходить. Но мы ведь не можем просто так взять и сшить. Обязательно надо придумать что-нибудь интересное. У меня сегодня в работе плотная мебельная ткань, но при желании можно и сшить из старых джинсов. А декоративные элементы выполнить из кусочков кожи, фетра или драпа. Думаю, что каждая рукодельница уже будет сама решать. Для начала определимся с размерами и с местоположением аппликации. Для этого большой кусок ткани согнем пополам и от всех сторон отложим по 5 сантиметров. Очертим эту внутреннюю часть. Это границы рисунка. Не будем выдумывать никакой сложный дизайн, идем по пути наименьшего сопротивления. У нас есть маленькие кусочки мебельной ткани. Из них сложно придумать что-то большое, но в качестве отделки они прекрасны. Мы уже шили самые разные формы, а сегодня пусть будут треугольники. Я с детства не любила вал, я с детства угол рисовал. Можно сразу же придумать и выложить рисунок. Естественно, все детали надо закрепить. Самый простой способ – зацепить их булавочками, но можно взять и клей-карандаш. Девочки, у меня постоянно спрашивают в комментариях, где я нахожу ткани для рукоделия. И я всегда отвечаю, что захожу в интернет-магазин «Любимый Василек», отслеживаю новинки тканей и просматриваю раздел «Остатки». Там можно найти интересные ткани. Это могут быть большие куски, которые остались от рулона, и небольшие отрезы с техническим браком. Там еще бывает лоскут на вес, а нам в лоскутном шитье все равно резать, и всегда нужна вспомогательная ткань. А здесь, смотрите, еще можно вырезать интересные фрагменты. Но, естественно, только одной тканью мы ведь не ограничиваемся. Гулять так гулять. Скоро Новый год, и прекрасная идея нашить на подарки кухонные полотенца с забавными гномиками, теплые колготки и сумка-шопер. Очень понравилась расцветка. Просто и незатейливо. Опять-таки из-за расцветки приобрела подушки на стулья с завязками и комплект штор на кухню. Все под цвет. Смотрите, 2 уже готовые шторы с подхватом и пришитой шторной лентой. Очень стильно и спокойно. Комплект постельного белья. Он не полностью фиолетовый, а в нем простыня розовая. Решила обновить подушку. Уже не в первый раз беру верблюжью. Внутри искусственное волокно, а верхний слой простеган с прослойкой из верблюжьей шерсти. И еще в этот раз углядела топпер. Это такой тонкий матрасик. Он увеличивает комфортность спального места. А если по-простому, вот когда вы спите, к примеру, на разложенном диване, то топпер сглаживает все неровности. Сон становится гораздо лучше и спокойней. Кстати, для всех моих подписчиков действует промокод POLI10. Он дает скидку 10% на ткани на отрез. А теперь вернемся к нашей работе. При работе за швейной машинкой обязательно используем приставной столик. Надо, чтобы полотно лежало ровно на одной плоскости с игольной пластиной. У меня ткани плотные, они не сыпятся, поэтому пришиваю их простой прямой строчкой, а вы можете шить плотным зигзагом. Недавно мне в комментариях
Одна дама написала, что она разочарована тем, что у меня получилась неровная строчка, и она отписывается от канала. Ох, ну и проблемы у человека. Во-первых, я специально шила закругленную строчку. Это была моя авторская задумка. А во-вторых, вот недавно я зашла в магазин. Мне надо было срочно купить новую осеннюю куртку. Старую я порвала. Я шла, зацепилась за гвоздь и вырвала огромный кусок с мясом. А в магазине огромный выбор. Естественно, стала все примерять. И что вы думаете? У одной из курток оказался брак. Один рукав на 4 сантиметра короче другого. Но строчка ровная и красивая. И что-то мы с продавцом просто ее отложили в сторону и стали выбирать дальше. И у нас и в мысли не возникало отписаться от этого мира. А вы мне такое пишете, как дети, ей-богу. Когда готова верхняя часть сумочки, выкраиваем из вспомогательной ткани деталь такого же размера и приступим к вшиванию молнии. Сложим вместе лицом к лицу детали внешней и внутренней части. Между ними поместим молнию и прошьем на швейной машинке это соединение. Все получилось просто прекрасно. Дальше мы эти ткани развернем и сделаем отделочную строчку. Но перед этим таким же способом подошьем ткани и к другой стороне молнии. Конечно, если вы новичок, то сначала лучше прошить иголкой с ниткой, а уже потом шить на швейной машинке. Когда прошили, заготовку вывернем и расправим. А теперь проложим отделочную строчку, закрепим нашу молнию. Продумаем дальнейший дизайн. Можно сделать так, чтобы молния была видна на лицевой стороне сумки. Но из соображений безопасности мне хочется ее немного спрятать, чтобы ее не было очень видно. Поэтому нашу заготовку выворачиваем, расправляем и подтягиваем края. После этого прокладываем строчку, закрываем боковые срезы. Перед этим обязательно вставляем петельки. Когда мы прошили бока, обработаем открытые срезы бейкой, простой прямой полоской ткани. После этого приступим к формированию дна. Наметим угол, линию шва. Отложим 4 см от нижней стороны и 4 см от бокового шва. Нарисуем припуски на швы и срежем лишнюю ткань. После этого развернем углы и зашьем их на швейной машинке. Конечно же, эти открытые срезы тоже закроем бейкой. Остается только вывернуть нашу сумочку. Получилось как раз то, что и хотелось. Легкая, удобная, вместительная. К ней можно подцепить готовый ремень
Я сняла его с другой фабричной сумки. В общем, девочки, я дала вам идею. Шейте, творите. Уверена, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!